Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео давайте разберем популярный вопрос, который я получаю от своих студентов. Какая разница между словами «готовить», «приготовить» и «подготовить»? Давайте начнем. На первый взгляд эти слова похожи. Готовить, приготовить, готовить, подготовить. Это две пары. Пары по виду. Несовершенный, совершенный. Готовить – это несовершенный вид, приготовить и подготовить – это совершенный вид. Напомню, что несовершенный вид – это imperfective verbs, совершенный вид – это perfective verbs. И кажется, что если imperfective verb один, и значение у этих пар будет одинаковое. Но не тут-то было. Готовить и приготовить. Эти слова мы используем, когда говорим о еде. Готовить суп, приготовить суп, готовить салат, приготовить салат. Давайте посмотрим на них внимательнее. Готовить – imperfective verb, что означает это процесс действия, длительное или повторяющееся действие. Я готовлю суп. Я сейчас готовлю суп. Сейчас нахожусь в этом действии. И это может быть в ситуации, когда вы варите бульон, режете ингредиенты для супа. Я готовлю суп. Следующее. Я приготовила суп. Здесь меня уже можно поздравлять, потому что здесь есть результат. Суп готов. Ну, конечно, насколько он вкусный, вы узнаете только, когда его попробуете, но тем не менее, я молодец, я приготовила суп. Результат действия. Вы по-прежнему можете быть на кухне и вот показываете, что вы закончили готовить суп, что суп уже можно разливать по тарелкам и подавать на стол. Суп готов. Опять же, я молодец. Другие варианты с этими словами. Мама каждое утро готовит завтрак. Вот это вот повторяющийся процесс действия. Регулярно она готовит завтрак. Но сегодня мама заболела и не приготовила завтрак. Какой-то уникальный результат, который разрушает всю эту регулярность. Регулярно она готовила, а сегодня не приготовила. Такое тоже бывает. А теперь следующая пара. Готовить, подготовить. Эта пара обозначает приводить к готовности. Например, учитель готовит урок. Он его не готовит на кухне, используя какие-то ингредиенты и так далее. Нет, он его готовит за своим рабочим местом, планирует этапы урока, пишет материалы, учебные материалы. Но он еще не закончил, он находится в этом процессе. Как результат, учитель подготовил урок. Теперь учитель может идти отдыхать, потому что его урок полностью готов. Он написал план или этапы урока, он подготовил все материалы, которые он даст своим студентам, своим ученикам. Теперь учитель может отдыхать и ждать урока. Здесь, конечно, у нас опять пара по виду imperfective, perfective, но, как вы видите, совершенно другое значение. Здесь мы совершенно не говорим о еде. Давайте еще примеры для наглядности. Я готовлю презентацию к уроку. Да, я преподаватель, и я каждую неделю готовлю презентации к уроку. Я готовлю визуальные материалы, чтобы какие-то темы были понятнее. Я подготовила
презентацию к новой теме, что обозначает, что я впервые готовила материал, презентацию к новой теме, которой раньше у меня не было. Но этот материал теперь у меня тоже есть. Я его могу использовать. Итак, готовить, приготовить – это о еде, готовить, подготовить – это о любом действии, которому нужно прописать какие-то материалы, спланировать какие-то этапы. Это у нас готовить, подготовить. Чаще всего это о работе или об учебе. А вы часто используете эти слова? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, и также в комментариях напишите, с какими еще словами у вас возникают трудности. А на этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.